Знаете ли вы, снос зданий – зрелище впечатляющее и завораживающее, но лишь в том случае, если не было допущено ошибок. Известно ли вам о случаях, когда взрыв пошел не по плану? Смотрите видео до конца, и вы увидите самые неординарные случаи, когда сносимые здания никак не хотели взрываться. Приготовьте парочку панкейков для настроения и поехали! Бизнес-центр в Москве, Россия. Москва. 2017 год. Во время демонтажа высотки под названием «Северянин», которая находилась на улице Красная Сосна, произошел непредвиденный инцидент. Вместо того, чтобы аккуратно лечь на отведенный для этого участок земли, здание внезапно сложилось подобно карточному домику, засыпав обломками проезжую часть и создав огромное облако пыли. Очевидцы незамедлительно поделились видеозаписями этой катастрофы в соцсетях, вызвав бурю обсуждений в интернете. Снос здания был начат строителями еще днем ранее, однако их расчеты оказались неверны. Это привело к тому, что бетонные конструкции рухнули прямо на дорогу, перекрыв движение транспорта. Несмотря на масштаб разрушений, информация о пострадавших отсутствует, что можно считать большой удачей. На месте бывшего бизнес-центра планировали возвести новый жилой комплекс, который, возможно, станет символом новой эры для района после столь драматичного события. Силосная башня в Дании. В 2018 году в Дании был запланирован снос старой Силосной башни, которая использовалась для хранения зерновых культур и других сельскохозяйственных продуктов. Это событие привлекло внимание сотен местных жителей, которые пришли посмотреть на зрелищную процедуру. Все казалось подготовленным до мелочей. Вокруг башни было достаточно свободного пространства, куда, согласно расчетам, должны были упасть обломки. Однако реальность оказалась иной. В процессе сноса башня начала наклоняться в нежелательную сторону, и вскоре стало ясно, что она движется прямо на расположенную неподалеку библиотеку. Команда демонтажников, несомненно, испытала шок, наблюдая за тем, как их тщательно продуманный план разваливается буквально у них на глазах. К счастью, никто не пострадал, хотя башня все же достигла библиотеки, оставив на ней незначительные повреждения. Руководитель проекта Кеннет Уэдж позже признался, что он не имеет ни малейшего представления о том, почему все пошло не так. Команда провела месяцы, готовясь к этой операции, и было крайне неприятно видеть, как результат столь долгой работы оказывается совершенно противоположным ожидаемому. Уэдж подчеркнул, что они вложили огромные усилия в подготовку и выразил свое глубокое разочарование. «Мы готовились к этому целых полгода. Несмотря на это, библиотека получила лишь небольшие повреждения, которые можно легко устранить. Главное, что никто не получил травм, и эта случайность не превратилась в настоящую трагедию». Еще одна Силосная башня в Австралии. В мае 2013 года в австралийском городе Брисбен произошла попытка сноса старой Силосной башни, которая ранее использовалась как хранилище для пивоваренного завода. Эта башня, прослужившая около полувека, должна была уступить место новым объектам. Специалисты тщательно подготовили операцию, заложив в конструкцию 100 килограммов взрывчатки, рассчитывая, что этого будет достаточно для превращения башни в кучу обломков. Однако после взрыва здание не обрушилось полностью, как планировалось. Часть башни осталась стоять практически вертикально, слегка накренившись вбок. Это создало потенциальную опасность, так как оставшаяся конструкция могла обрушиться в любой момент. Пиротехники столкнулись с проблемой, которую необходимо было срочно решать. Трой Макракен, сотрудник компании Southern Cross Demolition, отметил, что в работе с такими объектами всегда существует риск непредвиденных ситуаций. Между правильным количеством взрывчатки и недостаточным очень тонкая грань. Всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. Таким образом, перед специалистами встала новая задача – завершить начатое. Им потребовалось дополнительно 40 минут, чтобы окончательно разрушить башню и уложить ее на землю. После этого началась уборка территории. Специалистам пришлось удалить около 4000 тонн обломков и строительного мусора, что заняло несколько недель. Здание в китайском Лючжоу. В китайском городе Лючжоу в 2010 году произошел уникальный случай, связанный со сносом старого здания. Обычно подобные мероприятия проходят по четкому плану, однако здесь произошло нечто неожиданное. При взрыве половина здания обрушилась, превратившись в груду обломков и пыли, тогда как вторая часть осталась стоять, словно ничего не случилось. Этот контраст произвел сильное впечатление на очевидцев. Как позже сообщили новостные
новостные источники, разрушение здания на две части было запланировано заранее. Подрывники считали, что разделенная пополам конструкция будет проще поддастся ликвидации. Предполагалось, что обе половины обрушатся одновременно. Но, как видно, эксперимент дал сбой. К счастью, последствия ошибки удалось быстро исправить. Для окончательного сноса оставшейся части здания использовали кран. После завершения работ территория была очищена от остатков старой постройки, освободив место для новых строительных проектов. Этот случай стал запоминающимся событием для всех, кто присутствовал при нем. Наблюдение за тем, как половина здания застывает среди своих же обломков, окруженная густым облаком пыли, вызывало смешанные чувства – страх и восхищение одновременно. Конечно, полуразрушенные конструкции представляют собой опасность, поэтому лучше держаться от них подальше. Но с безопасного расстояния зрелище выглядит поистине захватывающе. Не каждый день удается увидеть что-то подобное. Высотка в Далласе, США. Инцидент, произошедший в 2020 году в Далласе, штат Техас, действительно продемонстрировал, насколько непредсказуемым может оказаться демонтаж больших строений. Здание, получившее прозвище «Далласская Пизанская башня», оказалось в центре внимания после того, как попытка сноса привела к его опасному наклону. Это сооружение, расположенное к северу от центра города, должно было уступить место амбициозному проекту под названием The Central, стоимость которого оценивалась в $2,5 миллиарда. Однако взрыв 136 килограммов динамита не смог разрушить 11-этажное здание, и оно накренилось на 15 градусов, опустившись на 10,5 метров. Из-за необычного вида наклоненная башня мгновенно стала популярной в интернете, где пользователи сравнивали ее с итальянской Пизанской башней. Социальные сети наполнились фотографиями людей, позирующих рядом с сооружением, будто бы поддерживая его или пытаясь опрокинуть. Фотограф Лорен Армстронг даже пошутила, что теперь ей нет смысла ехать в Италию ради знаменитой башни, ведь у нее есть своя версия дома. Руководитель компании, занимающийся сносом, Ллойд Наборс, успокоил общественность, заявив, что ситуация контролируется и опасности для окружающих нет. Он добавил, что работа будет продолжена с помощью крана и отбойного молотка. После завершения процесса сноса началось строительство The Central, огромного комплекса площадью 11 гектаров, включающего в себя 464,5 квадратных метров офисов, жилья, отелей, магазинов, ресторанов и зон отдыха. Старая аварийная труба в Пелл-Сити, штат Алабама, США. В ноябре 2015 года в небольшом городке Пелл-Сити, штат Алабама, начался процесс сноса старой трубы текстильной фабрики Avondale, закрытой еще в 2006 году. Труба, построенная в конце XIX века, давно пришла в аварийное состояние, и местные власти решили избавиться от нее раз и навсегда. Жители города с нетерпением ждали этого события, и его даже решили зафиксировать для исторических архивов. Однако, как часто случается в таких делах, все пошло не по плану. Во время сноса труба неожиданно обрушилась прямо на кабину крана, которым управлял машинист. Казалось, шансов выжить у человека внутри кабины не оставалось, ведь массивная конструкция весом свыше 1000 тонн могла раздавить любую технику. Но судьба распорядилась иначе. К всеобщему изумлению, водитель крана сумел выбраться из-под обломков самостоятельно, хоть и с помощью коллег. Этот невероятный случай вызвал бурю эмоций среди свидетелей, и вскоре новость облетела весь город. Машиниста стали называть человеком, родившимся в рубашке, ведь 24 ноября теперь стало для него вторым днем рождения. Инцидент оставил водителя с несколькими ссадинами и шоком, но главное – живым. Этот день останется в памяти всех участников надолго, а сам машинист теперь уверен в надежности техники компании Komatsu, благодаря которой ему удалось избежать гибели. Спортивная арена в Детройте, США. В 2017 году в Детройте началась эпопея со сносом знаменитого стадиона Silverdome. Этот легендарный спортивный объект, некогда служивший ареной для тысяч болельщиков американского футбола и громких музыкальных событий, встретил свою судьбу с неожиданным сопротивлением. Когда городские власти приняли непростое решение о ликвидации стадиона, он, похоже, решил не сдаваться без борьбы. Первая попытка сноса оказалась провальной. Несмотря на серию мощных взрывов, стены Сильвердоума устояли, словно вызов бросая тем, кто собирался
собирался стереть его с лица земли. Казалось бы, задача простая – избавиться от старой постройки, чтобы открыть путь новым проектам. Однако архитекторы и инженеры, отвечавшие за демонтаж, явно недооценили стойкость и прочность этой грандиозной арены. Только через сутки после повторного применения взрывчатки новая серия взрывов, наконец, завершила начатое дело. Стадион, который долгое время был свидетелем великих спортивных побед и ярких музыкальных шоу, ушел в историю, уступив место новому этапу развития города. Жилой комплекс в Глазго, Шотландия. В последние годы в Великобритании активно ведутся работы по сносу многоэтажных жилых комплексов, построенных в 1960-е, 1980-е годы. Эти здания, некогда символизирующие модернизацию и прогресс, сегодня считаются устаревшими и непригодными для проживания. Одним из ярких примеров стала Октябрьская акция 2015 года в жилом комплексе Red Road Flats в шотландском Глазго. Здесь было решено снести сразу 6 многоквартирных домов. Такое масштабное мероприятие обещало стать настоящим зрелищем, и оно действительно оправдало ожидания. Однако не все прошло гладко. 2 высотки после первого взрыва лишь частично разрушились, просев на несколько этажей, но при этом устояв. Местные жители моментально оценили эту необычную картину и принялись фотографировать уцелевшие здания, делясь снимками в социальных сетях. Эти кадры стали символом ухода целого поколения жилой застройки, олицетворяя перемены, которые происходят в обществе. Вместе с этими домами уходят в прошлое и воспоминания многих семей, которые когда-то жили в этих квартирах. Долгострой в Севастополе, Крым, Россия. История началась с реконструкции обычного овощного магазина в городе Севастополь. Однако спустя некоторое время стало известно, что вместо скромного торгового помещения возводят 16-этажный жилой дом. Строительство признали незаконным, и работы были приостановлены, пока юристы вели бесконечные судебные баталии. В конце 2014 года было принято решение снести долгострой, несмотря на то, что квартиры в здании уже были распроданы на этапе котлована. Городские власти надеялись, что 2 взрыва на 7-м и цокольном этажах приведут к обрушению конструкции под собственным весом. Однако, вопреки ожиданиям, здание лишь накренилось на 30 градусов, став своеобразной пизанской башней. Причина подобного поведения конструкции могла заключаться либо в ошибках при расчете мощности взрывов, либо в повышенных показателях сейсмостойкости здания. В любом случае, чтобы окончательно избавиться от нежелательного соседа, пришлось провести 3-й взрыв. Лишь после этого нелегальная высотка окончательно ушла в историю, освободив место для будущих законных построек. Ошибки в расчетах или случайные факторы, которые невозможно было учесть заранее, могут привести к тому, что сооружение обрушивается не так, как планировалось. Иногда это приводит к опасным ситуациям, когда обломки могут повредить соседние строения или создать угрозу для людей. Друзья, надеюсь, вы предпочитаете в подобных ситуациях держаться подальше. И, кстати, у меня для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока.